Так, сегодня мы рассмотрим блок управления от Mitsubishi Outlander 3-литрового. Там кто-то писал еще мне, типа, неплохо бы посмотреть подключение проводов. Но уж как я вставляю провода в пины, я снимать не стал. Вот, смотрите, подключение проводов. Тут у нас 2 плюса, минус и коншина. Значит, слева направо голубенький это кан H, следующий кан L, следующий плюс, следующий минус, и зелененький провод это тоже плюс. Вот подключка. Кто-то там говорит, мы не видим, что за провода. У меня, к сожалению, нету этих гламурных, как он там, Powerbox. Я вот тут даже заметил, даже у Сереги Сапелина он есть. А у меня нету такой коробочки. У меня вот так вот все. Провода такие. Блок питания включаем. Наш модный блок питания. Вот у нас тут Open Port. Вы видите, подключен. И вот Open Port вот в ОБДшку вставлен. ОБДшка у меня через переходник DB9. Ну, чтобы одну и ту же ОБДшку я использовал на разных шнурах. У меня это сделано. Там у меня есть кабель для программирования Bosch 1797, там вазовских. И кабель для программирования М74 блока. У них, ну, у меня ОБДшек не было тогда еще. Я их кабеля-то сам паял. Вот. Тогда их особо-то и не продавали, когда это дело было. Вот я нашел ОБДшку одну и припаял на конце DB9. DB9 разъемы проще найти, поэтому вот сделал так. Это вот типа универсальный кабель для комбика я паял. Тут вот также есть красненький, серенький провода. И на конце вот по несколько пинов. Вот, так как комбика нету, у меня вот такая вот втычка. Ну, чтобы там питание было подключено. Тут все просто на самом-то деле. Вот. Гламурного пауэрбокса у меня нету. Смотрю, у многих. Многие обзавели этой гламурной коробочкой. Не знаю, у меня пока такого желания не возникало. Так как в этой коробочке я для себя ничего нужного не вижу. Так, значит, запускаем программу. Пока она запускается, вот еще хочу обратить ваше внимание. Вот даже вот здесь вот у меня даже корпуса нет. Я вот тут подпаивал эти ГПТ-1, ГПТ-2 тут. Контактики. Вот, поэтому... Так, эта программка запустилась. Постоянно, в общем, модернизирую этот шнур. А эта гламурная коробочка, вот она, я заметил, она вышла. А потом все говорят, ой, у нас нету ГПТ. А тогда их и не было. И поэтому эту гламурную коробочку или отправьте на доработку, или доработайте сами. Там. А что там с доработкой? 2 провода, что ли, припаять? Уже лень всем. Я вообще в шоке просто. Я думаю, что парни наших времен даже и не посмотрят на эту коробочку. Те, которые отличат схему симметричного мультивибратора от схемы радиоприемника, блин, детекторного. Так, Outlander XL выбираем. Вот. Значит, для начала прочитаем идентификаторы. Идентификаторы читаются. Тут все успешно у нас. И, значит, читаем флеш. Читаем флеш.
Читаем флеш, пишем root. Но не будем много писать букв. Значит, аутентификация, старт, reading. Вот пошло чтение. Кстати, вот здесь вот не обращайте внимания, что напряжение пишет низкое. Там плюс у меня отключен. Я когда Dialink подключал, чтобы там какой-то блок читать, я плюс этот отрезал, он не нужен, короче. Вообще не нужно при работе с коншиной. Вот. Так что не обращайте на эту мелочь внимания. Сейчас вот читается прошивка. Читается прошивка. Ну, минут, наверное, 10 она читает. Да нет, не 10, поменьше. Недолго. В общем, сейчас считываем прошивку. Вот тут светодиодик мигает. Это, кстати, вот эта втычка у меня еще тут переделана так, что я могу сюда вот кабель любой от комби-лоудера одеть для работы с другими загрузчиками. То есть вот сюда я втыкаю обычный коллайн-адаптер, вот в эту ОБДшку. А сюда, допустим, кабель от комби-лоудера и программирую там блок М73, допустим. Или там, ну, неважно, любой блок с помощью стороннего загрузчика. И также вот у меня здесь еще розеточка есть для самого комби-лоудера. Сюда, допустим, подключаем комби-лоудер, а сюда ОБД-шнур от Scanmatic. Вот такой универсальный переходничок, чтобы не покупать 100 шнуров там и не паять. То есть я пользую ОБД-шнур для подключения к автомобилю. Я беру от Scanmatic, он мне очень нравится, такой добротный кабель. То есть сюда подключаю комби-лоудер, сюда шнур от Scanmatic. Или, допустим, сюда коллайн-адаптер. Ну, коллайн-адаптер и так можно в ОБД вставить, не суть. В общем, такой вот втычка, она, ну, по деньгам рублей 100-150 будет стоить. Ну, с ОБД и вам неоткуда его отрезать. Ну, рублей на 500 здесь вот. Вот тот же вам Power Box. Ну, там пару тумблеров еще для бутпина. Кстати, у меня тут тоже есть этот тумблер для бутпина. Он вот здесь же прям приделан. Покажу. Вот видите, тумблер для бутпина. Он, ну, корпус там побольше. Вот это не антиреклама. Если вам нравится, покупайте. Что там, 5000 сейчас уже, как говорится, не деньги. Вот. Что вам еще-то рассказать, пока читается прошивка. Ну, пока я паузу нажму и там продолжим. Ну, вот, значит, приближается финал у нас, чтение прошивки. Еще маленько, и прошивка считается. Вот там посмотрим, правильно у нас читалось или неправильно там. Вот уже как бы финал. Диодик наш тут мигает. Ток потребления, кстати, у этого блока тоже он небольшой, видите, 126 миллиампер всего лишь. Дочитываем прошивку. Провода еще раз покажу, чтобы там, кто забыл, куда их подключать. Законспектируйте, короче. Вот, все. Файл
считан практически полностью. Вот, firmware Read Successful. Светодиодик отмигал. Отключим пока питание. Питание пока отключим. Вставим ключик. Chip Tuning Pro. И проверим наш файл. Вот он. Out я писал. 2 раза клацаем по нему. А вот программа ругается, что я отключил адаптер. Давайте ее пока закроем. Она нам... Может, много ключей я навтыкал. Давайте его вообще отключим. Ну, наверное, в шоке. У них там очень все защищено. Они не любят, чтобы чужие ключи торчали. Открываем файл. Загружается карта калибровок. Вот, определилась. Все четко. Версия прошивки там, тудым-сюдым. Конфигурация, комплектация. Вот. Downstream сенсор. Это датчик кислорода нижний, как вы догадались. Его мы отключаем. Еще можно что-то еще похимичить. Сейчас, в общем, сохраняем файл. Сохранить. Вот. Е2. Жмем сохранить. Закрываем программу. Подключаем обратно. Подключаем обратно OpenPort. Ключ обратно. Надеюсь, ключ не испортил как. Так. Запускаем опять программу. Подаем питание. Вот опять выбираем МБУ. Blender Excel 3 литра. Выбрать. И Write Flash. Мы там писали out E2. Открыть. Checksum. Нажмем да. Erase firmware. То есть это стерлось содержимое. Стирается. И пошла запись. Светодиоды очень быстро мигают. Идет процесс записи. Запись идет, кстати говоря, быстрее, чем чтение. Вот, в общем. Как видите, тут из нескольких блоков как бы состоит прошивка. Вон, видите? То есть разные тут ботлоадеры проверяются. То есть, видите? Чтение там, программинг старт. Ну, в общем, тут не надо вдаваться в подробности, что тут пишет программа. Тут осталось дождаться, в общем-то, когда вот эта зелененькая полосочка дойдет до конца. Вот и все. И блок управления будет запрограммирован.
Кстати, хочу показать такую приколюху. Тут, когда вышел блок к Омику БСМ, там очень нужно, чтобы резистор был 120 Ом. Я его вот так вот прям, видите, примотал к коншене, зачистил и примотал. Резистор нашел какой-то. Два резистора. У меня даже это не было на 120 Ом, нашел два на 240. Скрутил параллельно, чтобы 120 Ом получилось. И вот один вот сюда проводочек примотал, один черненький вот сюда вот примотал. А вот и запись подошла к концу, кстати. Все в фирмваре SUSE Full. Но ошибки читать бессмысленно, так как блок на столе у нас находится. Вот. Ну все, что, отключаем питание. И отключаем наш ЭБУ. И не надо мне, кстати, писать там в комментариях, что эти блоки делаются по ОБД там. Парни, я это все знаю без вас. Просто такие на столе. Так что, если вам понравился видос, ставим лайк, подписываемся на канал. Вот, еще можно там этот колокольчик нажать, чтобы узнать, что вышло свежее видео. Вот. Всем пока, парни, до новых встреч.